Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас присоединиться к комьюнити Forex Times, где вы сможете получить доступ к комплексному анализу, собственно, финансового рынка Форекс, а также золота, нефти и иногда американских индексов. А комплексный анализ включает в себя технический анализ рынка, также волновую теорию Ральфа Эллиота, также данные по действиям толпы, а вы знаете, что рынок в основном идет против толпы, потому что толпа должна страдать и терять свои деньги, а также анализ с помощью опционных контрактов Чикагской товарной биржи, и уже в очень скором времени к нам еще и присоединятся фьючерсные контракты, а именно объемы фьючерсных контрактов на определенных ценовых уровнях. То есть к комплексному анализу еще присоединятся именно скопление непосредственно фьючерсных контрактов профессиональных участников рынка, поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, и, кстати, вы найдете и обучение, и также чат, в котором мы с вами сможем поддерживать диалог. Поэтому присоединяйтесь, вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю. И у нас сегодня будет евро, золото и, пожалуй, австралийский доллар возьмем, кенгуру возьмем, хотя вариантов достаточно много, потому что сегодня после большой лекции в основном комьюнити у нас определилось 6 торговых инструментов на предстоящую 1-2 недели. Поэтому присоединяйтесь, не пропускайте все эти входы в рынок. Итак, друзья, начинаем с евро, и сразу, опять же таки, оговорюсь, я это говорю постоянно, на протяжении уже, по-моему, 2, а то и 3 недель. Я понятия не имею, что вот это за волновая структура, потому что наши коллеги в большинстве своем сюда накручивают импульс волны 1, потом волну 2, где-то здесь каким-то образом накручивают волну 3, 4, 5, утверждая, что все это импульс, сейчас будет коррекция и рост. Друзья, да, действительно, сегодня я буду рассказывать про коррекцию и вероятный рост, но только не исходя из того, что здесь импульс, потому что здесь импульса я не вижу. А мы с вами, кстати говоря, между прочим, если мы посмотрим с вами на отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами, то, казалось бы, мы увидим, что тренд восходящий, и прямо какая-то сумасшедшая цифра в 4138% преобладания покупателей над продавцами, но нет. Уже на протяжении 3 опционных недель по столбцам гистограммы я вижу, что покупатели и продавцы находятся в зоне паритета, то есть 50% профессионалов Чикаго покупает, 50% профессионалов Чикаго продает. А мы с вами тут еще пытаемся строить какие-то иллюзии по поводу того, что мы с вами можем что-то предсказать. Когда лучшие из лучших в мире сами в течение уже 3, а то и 4 опционных недель понятия не имеют, что происходит. И, кстати говоря, есть достаточно большая вероятность, что именно из-за вот этой начальной структуры у них там что-то поломалось в их прогнозах. Но мы с вами попробуем спрогнозировать с точки зрения комплексного анализа. И начнем мы, конечно же, с данных по опционным контрактам Чикагской товарной биржи и посмотрим, что уровень 1.30, прошу прощения, уровень 1.1860, про который я говорил на прошлой неделе и неделю еще до этого, чуть-чуть не хватило цене, чтобы его протестировать, однако мы видим прекрасный медвежий пин-бар, опять же с отработкой ликвидности, то есть вы понимаете, когда здесь толпа продает, стоп-лоссы выставляются наверху, рынок вырос, активировал уровни стоп-лосс, и кто-то скушал всю эту ликвидность, и ему хватило еще объема, чтобы опустить рынок вниз, а это говорит о большой вероятности того, что снижение продолжится. Более того, вы видите шикарное скопление опционных контрактов на 1 миллиард долларов, опционные контракты PUT,
И здесь же находится максимально открытый интерес по месячным опционным контрактам PUT. Однако я вынужден отметить три уровня, где у нас отмечается крупное скопление опционных контрактов, а также были до текущего момента максимальные открытые интересы по месячным опционным контрактам PUT. Поэтому я предполагаю, конечно же, коррекционное снижение цены на предстоящей торговой неделе к уровню 1.1620. И вот уже от этого уровня будем о чем-то размышлять по той простой причине, что данный уровень также является очень неплохим техническим, так прошу прощения, неплохим техническим уровнем или техническим диапазоном поддержки. Вы видите, здесь цена улетела вверх как от диапазона поддержки. Здесь также пробивали несколько дней, все-таки потом пробили. Далее диапазон выдержал как сопротивление и было пробитие, следовательно, цена идет с большой вероятностью к этому диапазону вновь на его тестирование. Это первый момент. Второй момент, если мы обратимся к данным Чикаго и посмотрим месячные опционные контракты с экспирацией на 8 мая, то мы с вами увидим все эти три уровня, про которые я только что говорил. Раз, два, три. Это достаточно большие скопления опционных контрактов в PUT, но максимальный открытый интерес находится на уровне 1.1.1. Я забыл, прошу прощения, 1.16.20, конечно же. И вы можете посмотреть, что на этом же уровне очень неплохие объемы внизу, показывая, что уровень 1.16.20 с большой вероятностью выстоит. Но вероятностью, друзья. По той простой причине, что опционные контракты PUT профессионалы Чикаго в основном используют для хеджирования своих фьючерсных контрактов на покупку, но покупать они могут ото всех абсолютно уровней, и они не руководят ценой. Они, конечно, будут входить в рынок на покупку, но не факт, что цена от этого уровня будет отскакивать. Поэтому, уважаемые коллеги, не забывайте про паттерны для входа в рынок. И, кстати говоря, в комьюнити я про это рассказываю. Поэтому еще раз приглашаю вас присоединиться к комьюнити Forex Times. А теперь очень интересный момент, если мы посмотрим на экспирацию не на 8 мая, а на 5 июня, мы с вами увидим, что объемы смещаются выше текущей цены. Вот у нас сразу же видны три больших объема и максимальный открытый интерес уже по опционным контрактам Call с большим объемом проторговки находится на страйке 1.2, то есть 1.2 это вот там, в принципе, достаточно высоко, поэтому если от уровня 1.1620 цена будет отталкиваться в сторону 1.2, то это в районе там 380 пунктов можно будет забирать. Но в краткосрочной перспективе рассматриваем исключительно продажи. Плюс, если мы обратимся к данным толпы, то вы увидите, какие большие скопления стоп-лоссов покупателей в данный момент на рынке. Плюс, посмотрите, пожалуйста, в продавцах у нас в данный момент находится 68% всех открытых сделок на рынке, которые открыты именно толпой. А я еще раз подчеркиваю, что рынок очень любит делать толпе больно. Толпа должна страдать и терять деньги. Поэтому в краткосрочной перспективе я прогнозирую снижение рынка к уровню 1.1620, причем 1.1620 это вот здесь, дабы скушать основные объемы, основные скопления стоп-лоссов покупателей, а потом нужно будет очень внимательно посмотреть, как изменится у нас соотношение покупателей и продавцов. И если продавцы останутся в диапазоне 65-75%, то, разумеется, будем рассматривать исключительно покупку, потому что с продавцами нам в этом случае не по пути. Итак, друзья, с евро
Закончили. Единственное, возможно, у вас вопрос, как войти в рынок, варианта 2. Для тех, кто очень любит рисковать, постройте сетку Фибоначчи и из диапазона 50%, 61,8% Фиба можете входить в рынок на продажу. Стоп-лосс над максимумом, локальным максимумом, собственно, цены. Для тех, кто не любит рисковать, дожидаетесь очевидной коррекции А, Б, С. Далее дожидаетесь импульса, который поглотит в обязательном порядке максимум волны А, коррекция и выставление отложенного ордера sell stop, а стоп-лосс либо на максимум коррекции, либо над волной С. Ну, собственно, как вам будет угодно. Такая конструкция предполагает, что у вас есть три варианта развития событий. Почему цена может падать вниз, и только один вариант, почему она продолжит расти. Соотношение 3 к 1 в вашу пользу, математическое ожидание на вашей стороне, если вы торгуете по факту, если вы торгуете по ожиданиям, то вам остается только молиться профессионалам, которые все-таки скорректируют рынок к уровню 1.1620, но вероятность этого очень и очень велика. Золото, ничего нового не скажу, с прошлой недели ничего не произошло, как вы видите, какой-то корявенький рост, причем не похож ни на импульс, ни на коррекцию, ни на что абсолютно. Ну, правда, на коррекцию, конечно, на зигзаг здесь похоже, но на импульс не похоже ни разу. И поэтому по-прежнему остается, друзья, только два варианта. Вариант для тех, кто хочет покупать, собственно, теория заключается в том, что коррекция в виде канала А, Б, С уже закончилась, и в данный момент развивается импульсное движение, после чего ждем коррекцию и продолжаем покупать. А вариант второй, что на самом деле еще ничего не закончилось, и если построить... Так, прошу прощения, промахнулся. Если построить здесь линию трендовую, попробовать линию трендовую построить таким образом, мы с вами увидим, что цена находится внизу трендовой линии, следовательно, линия трендовая является сильным уровнем сопротивления, и мы ожидаем продолжения снижения, собственно, в рамках, опять же, раз, два, три, четыре, пять, но по-прежнему в рамках вот этого нисходящего канала А, Б, С. Если же посмотреть в краткосрочной перспективе, то я вам честно скажу, сюда можно накрутить как импульс, к примеру, в виде... Что ж сегодня я промахиваюсь-то везде? К примеру, в виде начального диагонального треугольника, причем начать можно через импульс и плоскость, импульс, потом плоскость, бегущая плоскость и импульс. И сюда поставить один, сюда два, потом куда-нибудь сюда 3, 4, 5, еще как будто бы пятая волна не закончилась, потом коррекция и продолжение роста. А если мы хотим продавать, то сюда можно накрутить WXY, опять же, точно так же. A, B, C, W. Сюда поставить X и накрутить сюда конечный... Сначала накрутить волну А, потом волну Б, а потом конечный диагональный треугольник волны С, волны Y, двойной зигзаг, после чего огромное снижение. Единственное, что я здесь могу предположить, это если мы обратимся с вами к данным толпы, то мы увидим, что подавляющее большинство открытых ордеров толпы именно это покупатели, их 88%. Это очень много, и я бы сказал, что нам с покупателями в принципе не по пути, потому что 88% покупателей это очень много, и если цена просто откровенно полетит вверх, то весь мир станет сказочно богат, а теоретически это утопия. Это первый вариант. И второй вариант, если мы обратимся к данным Чикаго в краткосрочной перспективе на ближайшую торговую неделю, а это значит недельные
контракты опционные с экспирацией на 24 апреля, то мы с вами увидим очень классный объем опционных контрактов call со страйком 4900, по-моему, 75. Сейчас посмотрим. Да, 4975. Ну, вот у нас на графике на спотовой цене примерно 4955. Это очень сильный уровень сопротивления. И профессионалы не зря покупали огромное количество опционных контрактов call, чтобы в случае, если рынок протестирует этот уровень, они могли зайти фьючерсными контрактами на продажу. Таким образом, их фьючерсные контракты уже будут захеджированы опционными контрактами call. И профессионалы просто-напросто ничего не потеряют, куда бы рынок ни пошел. Еще раз, если рынок протестирует данный страйк по данным опционным контрактам call в краткосрочной перспективе, а это на ближайшей торговой неделе, то в какую бы сторону профессионалы не открыли свои фьючерсные контракты, но, разумеется, они откроют на продажу, и в какую бы сторону рынок не пошел, они все равно будут в профите. Вот каким образом они используют опционные контракты. Поэтому я предполагаю, друзья, что, конечно, если у вас сильно чешутся ручки, вы можете продать в направлении уровня, скажем, 4505 или 4500, как кому нравится больше. Но я бы все-таки дождался скорее тестирования уровня, еще раз, тестирования уровня 4955 и уже отсюда после импульса и коррекции уже выставлял бы отложенные ордера sell stop. С другой стороны, друзья, если сейчас импульс немного еще продолжится, потом будет коррекция, дальше импульс, коррекция, можно будет выставить отложенный ордер sell stop сразу. Вот такие вот дела по золоту. В данный момент резкого роста, прям вот чтобы на неделе золото улетело в небеса, я не вижу. Нам все-таки и в первом, и во втором случае нужна хоть какая-то небольшая коррекция. В первом случае, если цена улетает в небеса, то хотя бы нужна небольшая коррекция, потом можно лететь в небеса. Ну а во втором случае, в принципе, просто летим вниз. Поэтому пока целевой уровень будет 4, пускай будет 4500, чтобы красивое число, а уровень сопротивления будет 4955. И австралийский доллар. Здесь следует сразу сказать о том, что австралийский доллар снова сволочь такая, не дал никакой коррекции, а прямо с открытия рынка после гэпа просто-напросто все дни рос и дошел до уровня 0,72. Как же меня австралийский доллар заколебал. Вот если честно, просто уже слов нету. Ну дай ты нам нормальную коррекцию, мы войдем и все будет хорошо. Нет. Но, друзья, австралийский доллар все-таки сделал несколько подарочков. И первый подарочек, друзья, это уровень, новый уровень 0,73. Мне нравится это скопление опционных контрактов на $500 000 000. Прекрасно, уровень 0,73 теперь наш среднесрочный уровень. Это во-первых. Во-вторых, если мы с вами посмотрим на волновую структуру, то можно отметить, что по идее уже закончилась пятиволновая структура, пятиволновой импульс, а именно так, раз, два, три, четыре, пять, ну, можно тут, в принципе, как угодно, раз, два, три, четыре, да. То есть здесь у нас начальный диагональный треугольник, прошу прощения, не так, а вот таким вот образом запросто можно натянуть. Я там все просматривал уже, раз, два, три, четыре, пять, и здесь у нас волна 3, 4, и здесь 5, потому что у нас раз, два, потом раз, два, три, четыре, пять, растянутая третья волна, 1, 2, 3, 4, 5, собственно. Вот у нас есть импульс, и ждем коррекцию. И вот эту коррекцию очень неплохо можно, друзья, отработать. Во-первых, у нас прошел импульс. Структуру мне снова рисовать, или вы уже наизусть ее помните? Импульс, коррекция. Если вы хотите рисковать, то можете
продавать из диапазона 50% 61,8 по Фибоначчи, а так как здесь импульс не очень большой волатильности, то после коррекции можно выставлять под его минимум отложенный ордер sell stop и наверх коррекции стоп-лосс. Вот такая структура, в принципе, тоже достаточно нормальная по той простой причине, что здесь импульс 56 пунктов. Если бы он был тут сотку, тогда бы я, конечно же, изобразил, что, друзья, давайте все-таки дождемся коррекции, потом импульс с поглощением максимума волны А и после коррекции выставление отложенного ордера. Для чего я так делаю? Для того, чтобы минимизировать размер стоп-лосса. А здесь стоп-лосс и так будет небольшой. Здесь sell лимит, а стоп-лосс над коррекцией где-нибудь поставлю. И очень хорошая структура на продажу. Это вариант номер один. Вариант номер два, причем все варианты смотрят вниз. Обратите внимание, по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами Чикагской товарной биржи, мы видим, что тренд у нас восходящий. Прекрасно, это мы понимаем. То, что сейчас коррекция, мы тоже это понимаем. А также мы видим уменьшение покупателей на 2% за отчетный период. Вот отсюда, вот сюда. Собственно, это среда и до среды, до вторника вечера. Со среды утра до вторника вечера. Но обратите внимание, пожалуйста, вы видите вот эти столбцы гистограммы, которые предшествуют данному отчетному периоду. Они точно такого же цвета, красного. А это означает, что у нас 2 недели подряд из рынка выходят покупатели. И обратите внимание, рынок растет, а покупатели 2 недели подряд, профессионалы, выходят из этого торгового инструмента. Более того, среда, четверг и пятница рынок продолжил расти. Только в пятницу вечером мы получили коррекцию на новостях о том, что Ормузский пролив все-таки закрывается снова. Если бы этой информации не было, рынок продолжил бы расти. И у нас с вами получается очень сильная дивергенция, друзья. Рынок 2 недели подряд растет, вопреки тому, что из Чикаго, на Чикаго, прошу прощения, из рынка выходят покупатели. Это второй звоночек. Третий звоночек у нас с вами, это, конечно же, показатели толпы. И здесь вы сейчас увидите очень крупное скопление стоп-лоссов покупателей. Так, вы сейчас увидите или не увидите? Я на кнопку нажал, но что-то мы пока не видим. Да, сейчас увидим. Надеюсь, сейчас увидим. Так, ну покажешь, не покажешь. Ну давайте перезагрузим. Такое бывает. А вот у нас, собственно, данные перезагрузились. Вы посмотрите, пожалуйста, на сие чудо. Это огромное скопление покупателей, прошу прощения. Вот. Более того, у нас продавцов на данный момент 64%. Не сказать, что так уж слишком много. Я люблю, чтобы было 70%, 72%, 75%. Вот тогда против толпы работать одно удовольствие. Но в данный момент в любом случае у нас преобладание, вы видите прекрасно, преобладание продавцов. Более того, вы визуально видите, что убыток продавцов текущий гораздо визуально больше, чем прибыль покупателей. А это говорит о том, что рынку падать в среднесрочной перспективе, то есть далеко, нет никакого смысла. Рынку очень хочется полакомиться стоп-лоссами покупателей, то есть выкинуть из рынка покупателей и развернуть рынок вверх, чтобы мало того, что продолжать делать очень больно продавцам, которых и так больше, чем покупателей, так еще и покупателей заранее выкинуть из рынка, развернуться и пойти вверх. Вот и вся арифметика, друзья. А к какому уровню? Я предполагаю, что мы увидим тестирование уровня 0.7060, но, может быть, цена сможет забраться еще пониже. А если мы с вами посмотрим данные Чикаго по австралийскому доллару, то мы увидим, что перспектива пока на данный момент исключительно в среднесрочной
и долгосрочных перспективах исключительно восходящее. Сейчас цена переключится, мы с вами сразу посмотрим месячные, 3 месячных контракта с экспирацией на 8 мая. Мы с вами сейчас что-то у меня случилось с интернетом. Ам, так, и что случилось? Мгм. Так, давайте теперь... А, вот, все, отлично. Так, это какой контракт? Да, это на 8 мая контракт. Вы видите уровень, про который я говорил, 0,73 наверху. Находится наверху, то есть любая коррекция, в принципе, это хороший способ для того, чтобы войти в рынок на покупку. Если мы посмотрим с экспирацией на 5 июня контракт, то если мы с вами думали, что внизу что-то появится, нет, друзья, у нас появился новый страйк 0,75. То есть это еще выше. Но самое забавное, что если мы посмотрим еще с экспирацией на 2 июля, то мы совсем с вами обалдеем, потому что на 2 июля у нас появится уровень, насколько я помню, там с экспирацией, да, со страйком 0,78. То есть, друзья, если мы с вами думаем, что в данный момент снижение австралийского доллара может быть глобальным, развернуться и улететь вниз, то на Чикаго профессионалы говорят, нет, в данный момент с очень большой вероятностью мы увидим коррекцию. Может быть всего лишь пунктов 100, может быть пунктов 150. Ее, кстати, можно попробовать забрать, там, допустим, со стоп-лоссом где-нибудь 50 пунктов попробовать зайти, и тогда соотношение будет 1 к 2, 1 к 3. Более-менее, ну, 1 к 3 хорошо, 1 к 2, ну ладно, более-менее допустимо. Но вся эта информация, которую мы только что посмотрели на Чикаго, она сводится к тому, что любую коррекцию вниз надо будет выкупать на покупку. И даже если цена будет снижаться вниз, внимательно будем, конечно же, отслеживать данные Чикаго, потому что они меняются каждый день. И если кто-нибудь зайдет в рынок и купит опционных контрактов в пут, например, на 1 миллиард, где-нибудь далеко внизу, то я запросто могу переобуться и поменять все вводные, потому что это полностью изменит вводные. Но вы знаете, какой человек у нас в мире сейчас меняет вводные. Это рыжий дядя из Белого дома из США. Вот он может менять каждый день рынок, как ему там заблагорассудится. А мы с вами пытаемся что-то спрогнозировать. Но в любом случае, в данный момент, друзья, коррекция и продолжение роста – это более перспективно. Поэтому на предстоящую торговую неделю, конечно же, рассматриваем продажи. Если мы берем 2-3 недели, то это, естественно, в среднесрочной перспективе разворачиваемся и уже смотрим вверх. Опять же, кстати, по евро-доллару в принципе то же самое. Если ничего не изменится, то мы видим коррекцию, которую пытаемся отработать к уровню 1,1620, а потом разворачиваемся вверх и уже идем, собственно, исключительно в рост, потому что уровень 1,1860 протестирован еще нормально не был, но у нас наверху появился еще один уровень 1,1965. Очень хороший уровень для тестирования. Но об этом мы будем говорить уже через неделю или через 2. А сегодня всем спасибо, что послушали меня. Надеюсь, вы на вероятной коррекции по евро-австралийскому доллару сможете заработать, возможно, и по золоту. Вот, еще раз, уже традиционно в самом конце лекции приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Напишите мне, пожалуйста, в личку, я вам все расскажу и покажу, отвечу на ваши вопросы. Ну, а, собственно, всем классного вечера и всем пока-пока.